Всем привет, друзья! Мы с вами в Норвегии находимся, в таком чудесном месте на Пятой дороге. И у нас сегодня обзор, многие знаю, хотели и ждали этого, обзор Scania R560 V8, так сказать, зимний вариант. По кругу обойдем, посмотрим, покажу вам все, что есть, какие плюсы. И также потом изнутри посмотрим, что же находится в кабине, что было добавлено. И сравню с 300-й красной, на которой я до этого работал, какие плюсы и минусы комплектаций. 2011 года эта модель. В Эстонии она была зарегистрирована в 2016. То есть покупалась она в Норвегии, первая ее регистрация была. И вот 5 лет она бороздила по Норвегии. От этого у нее стоят, как видите, оранжевые маячки. Я думаю, то есть, что она уже с ними сразу и шла. Может быть, она не габариты возила, может, под опасными грузами какими-то была, в общем, это уже неизвестно. Ну, как говорится, стар да удал, или старый конь борозды не портит. В общем, старая, надежная V8 трехосник. Значит, сразу у меня первая проблема была, когда я ее принял. Поехал я в сервис, у меня не работал ленивец. Он не разгружался, он не подымался. И причина этому была датчик воздуха. Поменяли мне датчик воздуха, и все у меня отлично заработало. Как видите, резина у меня полностью зимняя. И ленивец, и ведущая, и передок тоже, кстати, неплохой. Я уже немножко, как видите, по снегу проехался и смог проверить, как же оно держит дорогу. Нормально все держит. Значит, дополнительное освещение у нас стоит снизу и также сверху. Но вот периодически, как видите, все в грязи. Нужно это дело прочищать, чтобы лучше было видно. Также установлены 4 целых дудки сверху, да, но я пока не уверен, работают ли они все 4. Как бы, чтобы кто-нибудь залез, подставил ухо, и я нажал на сигнал, но вряд ли кто-то это согласится сделать. Но мы с вами сейчас еще, кстати, проверим. Есть такая функция у них, что они на морозе замерзают. Но сейчас вроде как оттаяло, и уже все работает. Так, вот наш ближний. Вот наш дальний родной. Можем добавить вот так, а можем по-другому. Можем все вместе. И также при включении дальнего включаются оба. Оранжевые маячки моргают, как положено. Ну и что у нас остается? Звуковой сигнал. По вашим ощущениям, сколько их там дудит? Я думаю, 2. Почему-то мне так кажется. Тут у меня, я еще не до конца не все на своих местах. 45-ка будет, я уберу куда-нибудь. Это у меня, как его правильно назвать, помощник закреплять ремни. Он не влез у меня в ящик, там цепи. Но цепи я поправлю чуть позже. И, наверное, он у меня влезет туда. А может и не влезет, не знаю. Значит, с двух сторон у меня ящики стоят. Как видите, в трехоснике места здесь полно. При расцепке не нужно лишних движений делать. Здесь стоит немножко другая система, подключающая шланги воздушные. Скандинавская, можно ее так назвать. Ну и на более старых сканиях они у всех такие. Значит, 2 сзади фары освещающие. Как-нибудь вы убедитесь в их освещении. По бокам все у меня в красных фонариках. Вот. И вон там вдалеке блинчик такой, да, видите? Это такая небольшая антенна. И я уже проверил, у меня телевизор внутри, чуть позже мы с вами перейдем в кабину. И ловит он канал, короче, местно. Где вы находитесь, то он ловит. В общем, нормально, удобно. Что еще могу добавить? Значит, одно неудобство есть в аккумуляторах. Аккумуляторы установлены сзади, вот в таком, под таким, точнее, металлическим ящиком. И я не нашел в ней быстрый способ где-то в случае чего прикуриться или что-то в этом роде. То есть, если у меня сядут аккумуляторы, мне придется откручивать все эти болты,
снимать этот ящик. То есть, может быть, я где-то что-то не нашел, может, кто-то мне еще что-то подскажет. Ну, пока знакомлюсь я, ребята, полностью знакомлюсь с этой машиной. Не все еще, так сказать, прощупал я. Что ж, перейдем в кабину. А, стойте, какая кабина? Как там обзорщики обычно делают? Показывают машину снаружи, потом они ее заводят, да? Ну, давайте мы заведем. Итак, самое главное, что здесь есть, это елка. Так как я работать буду в Новый год, я себе нашел в Норвегии такую елку. И она на батарейках горит. Так как сейчас день у нас слабовато видно, но хорошо горит. Итак, стандартная ситуация. Scania. Это уже, естественно, не родной. Стоит Pioneer. Там какие-то даже карты установлены. Значит, навигатор. Я пока не знаю, куда его всунуть. Меня напрягает вот этот провод. Но и на лобовое стекло я его пока что ставить не хочу. Значит, меню у нас обычное стандартное. Так. Показатели самые основные. То есть расход. AdBlue. Значит, датчик топлива у нас обычный. Цифрового нету. У нас только есть, сколько израсходовано вообще топлива. И какой, то есть, сейчас расход. Вот расход, кстати, у меня сейчас ужасный. 46,76. С учетом, что у меня новая резина. Плюс я немножко грешу на солярку эстонскую. И также я ехал тяжелый 28 тонн раз. И потом сейчас я везу 25 тонн дров. Ну и по горам плюс, поэтому такой расход. Надеюсь, он упадет, пока резина прикатается. Значит, погнали. Что у нас по кнопкам? Здесь у нас 3 кнопки по освещениям. А это подогрев зеркал. Так? Здесь отключение энергии. Это сухая автономка. Да, здесь 2 автономки. Одна сухая, вторая стандартная мокрая. Это огромный плюс для меня. Значит, сюда перейдем. Вот наши кнопочки. Так? Это ленивец. Подъем, поднять и опустить, это в легком положении, когда, точнее, с легким грузом. Если в тяжелом грузе, сейчас мы, смотрите, я нажал, оно пишет, что подъем, не видно вам, наверное, да? Подъем дополнительного моста не разрешен. Но у нас есть вторая кнопка. Кнопка разгрузки. Если мы нажимаем кнопку разгрузки, держим, у нас начинает перекидываться вес. Если мы ее передерживаем, он у нас полностью поднимается на любой скорости, с любым весом. Вот это именно скандинавский, норвежский, точнее, зимний вариант. Что еще из дополнительного у нас имеется, чего там не было? У нас есть кнопка торможения прицепа. У меня там не было в 300-й. И главное, у нас есть люк. Да, теперь у меня светлее в кабине, но нету кондиционера, и хорошо, знаете. С люком как-то все-таки действительно более светлее гораздо в кабине, мне это очень нравится. У нас электрический замок седла, то есть седло сдвижное, так как у нас трехосник, мы можем регулировать под любой прицеп седло. Кнопка подушек, но подушки у меня только задние. Спереди у меня нету подушек, стоят рессоры. Так, ну это подъемный мост прицепа. Это у нас прожиг включается. Это я правильно не знаю, как называется. Как-то там выхлопных газов какой-то этот самый, как бы, удаление. Но я таки не разобрался, как оно работает на самом деле. В кнопка отключения круиза. Что еще здесь я вам не сказал? По кнопкам вроде бы сказал все. У меня не есть, да, несколько. Я еще не смотрел. Вот этот экст, что он означает, я не знаю. Есть пустая одна кнопка. Она горит, значит, она, возможно, задействована. Под что она задействована, я не знаю пока что. Почитаю я в книжку на выходных. Будет 45-очка у меня.
И еще я не совсем понял, вот кнопочка. Так, где она кнопочка? Это вот она кнопочка. С замком на ленивце. Не совсем я понимаю, что это за кнопка и для чего она. Про нее мне тоже почитать. Кто знает, пишите. Буду очень рад помощи. Значит, здесь у нас так как старая версия Scania, когда длительное время стоит машина, эта кнопка вылазит. Все, и вы даже сняв с ручника, то есть она не двигается, ее нужно нажать, и тогда у вас она поедет. Да, в более новейших уже такой кнопки не было. Значит, как я говорил, у нас есть какая-то навигация. Прикол в том, я ее проверял, я куда-то там установил точку, он ведет, там все нормально, параметров в нем грузовых, по-моему, как бы нету, да, или я не разобрался. И в чем прикол, я не разобрался, как отключить его, то есть вы включаете маршрут, а выключить я его не нашел как. Вот такой вот парадокс. Что? Значит, сиденье кожаное, как положено, V8. Это моя приблуда, она не подошла на водительское сиденье, она очень маленькая, поэтому просто, чтобы она не валялась на спальнике, я ее положил там. Может, иногда я буду сидеть в пассажирском кресле. Значит, телевизор, все работает, все хорошо. Установлен у меня конвертер на 220. Рация стоит, зацените какая. Scania. Я таких, если честно, раньше не встречал уже, то есть давным-давно. Вот. Все работает, вроде как, на ближнем расстоянии, на дальнем я еще ни с кем не проверял. Тахограф тоже старый. В нем вообще функционала никакого нету, поэтому уже, наверное, придется мне что-то записывать, когда я там стартовал, когда не стартовал. Значит, ящики. Установлена была микроволновка. Ее убрали, и от нее там остался жуткий срач. Я, когда наводил порядки, я просто полку, все коврики, которые там на низу есть, они все снимаются. Я все просто керхером вымыл под себя, все ящики вычистил. И все, я был доволен. Значит, спальник, опять-таки, отличие. Здесь установлен такой вот, это моя GoPro-шка. У меня в той был выдвижной спальник. Здесь это уже мененный 100%, потому что, видите, не сочетается. Поэтому я думаю, это уже мененный. Он с такими подушками, то есть отодвигается сиденье, ложится подушка. С водительской стороны какое-то лишь бы что. Так, видите, да, подушка. И она куда-то тут просто втапливается, она здесь никак не лежит. В общем, тоже что-то мне не особо понятно. По ширине я особо разницы не почувствовал. Но по комфорту, конечно же, в той было гораздо удобнее спальник, потому что он был хотя бы ровный. Выдвижной, ровный, как такой матрас. А здесь, как у вас выходит, как диван. Да, ну и, конечно, каждый знает, что на кровати спать лучше, чем на диване. Ну, хотя, может, кому как. Что еще? Холодильник точно такой же, как был. Все, кофеварка, которой я по-прежнему не пользуюсь. В той не пользовался, и в этой, скорее всего, не буду пользоваться. Ну, а может, и начну пользоваться. Но я не уверен, потому что так как у меня есть кружка-циркуль, я в этом не нуждаюсь, скажу так. Значит, еще немножко мне нужно тут довести порядки, конечно же, что-то где-то почистить. Ковер вот этот вот я еще не чистил, пассажирский я убрал, а этот и под ногами это мой лежит, который я когда-то вырезал под Вольву. Но он, видите, как в Scania почти подходит. Вот, чуть-чуть у него край торчит, ну ничего страшного. Вот, 5 лет у меня уже этому коврику, и очень мягкий он, и теплый. Мне нравится, поэтому он у меня всегда везде со мной ездит. Верхний спальник. Там вещи, как всегда, я гружу наверх. И все. Значит, по свету. Со светом здесь была огромная проблема. Вот вам просто для сравнения, какой здесь был весь свет. И он был весь такой, то есть просто мрак был в кабине, полный мрак. И теперь все красивенькое и белое. Еще вот одно сравнение. Вот желтый ужасный. И вот белый, аккуратный. Ну, сейчас я до конца уже доставлю все в белые лампочки.
И здесь стояли все желтые. Я все заменил, весь свет полностью. Теперь у меня везде все белое. Как видите, очень все ярко светит. Также боковые я заменил. И мы установили с Кириллом свет сюда и в дугу в шторках. В общем, делаем полную подготовку. У меня под лобовым стеклом была выведена лента неоновая, и я решил себе еще наверх такую сделать. Сейчас Кирилл мне это все подключит на выведенную кнопку, которая установлена у меня уже. Так, сейчас мы мутим, устанавливаем дополнительный свет. Супермастер у нас Кирилл, потому что я не соображаю в этом деле ничего. И результат мы вам потом покажем. Приветствую. В Ютубе. А чего делать-то? Свет дополнительный. Ну, наверх на потолок синюю ленту. А чего у меня не сняли-то? Кого? А у меня с Bluetooth она, блядь, регулируется. Мне же машину все равно сдавать надо. Какое? Синее, красное это? Ты на телефоне сам цвет выбираешь. 5 метров Это что у тебя там? Лента? лента. Ну, такая же. Только через телефон ты выбираешь цвет, под музыку она может херачить. А что хуйни говоришь, я не знаю. Ну мы придем к тебе. Тогда через Женю, я там. Ну, у меня сейчас машину сдавать, у меня Серега забирает эти шторки на окна, забирает синие эти занавески плотные. Вы подсветку берите. Ну вот, хорошо, заберем. Да? Мир не без добрых людей. Все Мы для скоро своих. Мы все скоро придем. Короче, нужно разобрать пол машины, чтобы протянуть нам провод. Да. Прячем, чтобы да, у нас ничего колхозного не торчало ниоткуда. Все, провода соединили, надеемся, мы не вспыхнем. Гарантия до ворот. Угу. Илье огромное спасибо за босяцкий подгон в виде ленты. И Кириллу большое спасибо за то, что он подключил мне это все. Спросите, зачем я это установил? А вот делать мне нечего было. Хотелось мне что-нибудь разнообразия какого-то. Ночью эта лента, которая идет вдоль всего окон, она ее яркость регулируется. То есть у меня нету никакого дискомфорта, что она меня слепит или еще что-то. Она аккуратненько горит, подсвещает мне здесь панель, то, все. В общем, ну, нормально. То есть я как хочу, любой цвет, естественно, могу ставить любой цвет, любой там, ну, ритм, это уже такое, как бы дело. Так, к Новому году я подготовился, у меня есть елка, у меня есть свет, все, то есть как положено. Чтобы не скучно был, ребята, Новый год. Что ж, я не профессиональный обзорщик, поэтому показал, что забыл. То же самое, пишите, буду рассказывать это в следующих своих видео. А пока движемся мы на выгрузку. Мне еще 74 километра. И да, чтобы до этого паркинга доехать, мне пришлось переработать целых, получается, почти 20 минут. Поэтому я уже первую распечатку свою нарисовал для транспортников. Ну, проблем с этим у меня никаких не должно быть, потому что в Норвегии к этому относятся лояльно. В общем, пошел затяжной подъем. И все, паркинг один закрыт. И я уже шел до упора, собственно, поднялся уже на саму эту гору, на это место. Да, координаты, если я не говорил или говорил, будут в описании, где это место находится. У меня уже было, кстати, видео. Кто помнит,
кто давно смотрит, что у меня уже с этой точки было одно видео. Вот такие дела, друзья. Все, до новых встреч. Вопросы в комментариях, ответы в видео. Всем удачи, пока. Попал на ремонт по дороге, ребят, прямо у самого ледника. Да, это настоящий ледник, который вечно здесь базируется. Вот этот голубизна, если вам видно, то вот это он и есть.